Здравствуйте! Сегодня я хочу показать вот такой эффектный узор букле, связанный спицами. Вот один образец. И вот второй образец. Я скажу, в чем отличие. И еще один образец. Вязание по кругу. Для работы вам понадобятся спицы. Вот я вязала номер 6. И спицы номер 2,5. Это которыми вязала я. Вы можете взять любые другие. Значит, я вам покажу сначала, как я вязала этот образец. Нитку в 2 сложения. Вот двойную нитку. И берем спицы большого номера. Вот я взяла 6. И набираем удобным для вас методом любое количество петель. И вот я набрала какое-то количество петель. Энное количество, неважно какое. И первый ряд вяжем изнаночными петлями. И так мы вяжем до конца ряда. Довязали мы изнаночный ряд до конца. Поворачиваем вязание. И следующий ряд вяжем лицевыми петлями. И так вяжем до конца ряда. Вот довязали мы ряд лицевыми петлями до конца. Поворачиваем вязание. Теперь мы берем спицы номер 2,5. Берем нить другого цвета в одно сложение. Здесь мы вязали в 2 нитки. А теперь будем вязать в одну. Вот у нас ряд связан изнаночными петлями. А мы теперь провязываем ряд лицевыми петлями. И так мы вяжем до конца ряда. Вот мы довязали до конца ряда лицевыми петлями. Поворачиваем вязание. И вяжем тоже спицами номер 2,5
ряд изнаночными петлями. Я вяжу классическим методом их. То есть спицу ввожу в петлю, набрасываю на нить и вытягиваю новую петлю. Не бабушкиным методом, вот таким, а именно набрасываю на нить и провязываю. Итак, мы вяжем этот ряд до конца. Довязали мы ряд изнаночными петлями до конца. Поворачиваем вязание. И вяжем лицевыми петлями. И так вяжем до конца ряда. И вот уже видно, что у нас получается букле. В зависимости от того, какой ширины вам нужны вот эти ряды, столько рядов вы и вяжете. Вот так, какое расстояние вам нужно, столько вы и вяжете. Вот здесь у меня 4 ряда, а здесь у меня 6-7 рядов. Вот. И в зависимости от того, какое вам букле нужно, узкое или широкое, вы вяжете столько рядов. Итак, продолжаем вязать эту полоску. Столько рядов, сколько вам необходимо. После того, как мы провязали какое-то количество рядов спицами номер 2,5, мы переходим на спицы номер 6. И вяжем точно такое же букле, провязывая ряд лицевыми петлями. Спицу полностью не вводите в петлю, иначе петля растянется. Только начало спицы ввели, а петлю вытащили. И так вяжем до конца ряда. Довязали мы лицевыми петлями ряд до конца. Поворачиваем вязание. И вяжем по изнаночной стороне тоже лицевыми петлями. И так вяжем до конца ряда. Вот довязали мы лицевыми петлями до конца. Поворачиваем вязание. А по этой стороне мы должны вязать изнаночными петлями. Итак, вяжем до конца ряда. Вот. И в зависимости от того, какой ширины вам нужно букле, столько рядов вы провязываете.
Поворачиваем вязание. И уже на изнаночной стороне вяжем лицевыми. И так до конца ряда. Ну вот, провязав какое-то количество изнаночных рядов по лицевой стороне, переходим опять на спицы номер 2,5 и вяжем лицевой ряд. И так вяжем до конца ряда. Вот что у нас получилось. Как вы уже поняли, что данный эффект создается за счет перепада размера спиц и за счет толщины нити. Вот здесь мы в 2 нити вязали, а здесь в 1 нить. Точно так же этот образец у меня связан. Вот розовая у меня в 1 нитку идет, а красная в 2 нитки. И вот за счет этого букле оно более плотное. А вот этот образец я вязала голубую в 1 нитку и синюю в 1 нитку. Вот по 1 нитке вязала. И он более такой рыхлый, мягкий. Значит, этот узор можно комбинировать, как вы уже поняли, что можно провязать, допустим, несколько рядов узкого букле, ставить широкую, можно где-то менять. Можно провязать несколько широких, вставить узкую. Но это дело вкуса, там уже сами разберетесь. В общем, у кого на что хватит фантазии. Где можно использовать данный узор? Его можно использовать как самостоятельный при вязании головных уборов, вот по кругу связан, или снудов. А также можно использовать как декоративный элемент на отделку. Можно обвязывать горловину изделия, низ изделия. Можно обвязывать пинетки. Можно манжеты рукавиц обвязать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.